Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые и очень простые в исполнении пинетки. Пинетки получились яркие, красивые и очень нарядные. Для вязания этих пинеток вы можете использовать абсолютно любые сочетания цветов. У нас, как вы поняли, будет вязаться комплект. В первом мастер-классе мы сейчас с вами свяжем пинетки, и чуть позже я выпущу мастер-класс по вязанию вот такого красивого детского чепчика. Свои пинетки сейчас в мастер-классе я вязала на длину ступни. Ну, смотрите, где-то 10 получается сантиметров. Так, с учетом того, что пинетки мы одеваем не на голую ногу ребенка, а в любом случае на какие-то ползуны или дополнительные еще и носочки, то данный размер точно подойдет на возраст ребенка с рождения до 3 месяцев точно, может быть даже больше, с учетом того, что это у нас идет платочная вязка и она хорошо тянется. Но здесь мы даже не столь привязываемся к размеру, так как в процессе вязания каждую деталь я вам измеряю в сантиметрах. И если данная модель пинеток вам нужна на больший размер ножки, то просто мы это можем отрегулировать в процессе вывязывания мыска. То есть чем длиннее мы провяжем мысок, тем на больший размер у нас получится пинетки. Но если, к примеру, вы эти пинетки хотите связать на возраст ребенка где-то, я думаю, от 5 до 9 месяцев, то для вязания манжета я также рекомендую набрать вот на один раппорт больше. Просто хочу показать вам для примера такого плана пинетки я уже раньше вязала. И как раз таки эти пинетки у меня связаны на больший размер ноги. Для вязания этого манжета я набирала вот как раз таки на один раппорт больше. С учетом того, что на манжете петель у нас набрано больше, здесь на мыске я также вывязывала узор. Это просто вам больше, скажем так, в качестве идеи. Но здесь такой идет более простой вариант, и мысок у меня связан просто обычной платочной вязкой. Ну вот, к примеру, данный вариант у меня был связан как раз-таки для мальчика. Поэтому модель данных пинеток у нас может считаться смело универсальной и отлично подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Расход пряжи на пинетки и на чепчик я сейчас вам подпишу на экране, для того, чтобы вы могли ориентироваться, сколько пряжи вам нужно. С учетом того, что это у нас идет такая совсем маленькая вещь, что я уверена, пряжи там нужно немного, и отлично ваши остатки пряжи подойдут для вязания данного комплекта. Поэтому, друзья, я думаю, в процессе вязания мы все подробно разбираем, поэтому сейчас мы готовим пряжу, берем спицы и приступаем к вязанию. Начинать вязать наши пинетки мы будем с манжета и вот с верхнего этого края. Это будет у меня идти двойной манжет. Наружная часть у нас будет связана узором, внутренняя часть, то есть вот этот загиб, у меня связан резинкой 1 на 1. И теперь для вязания данного узора на пинетках на спице мы набираем количество петель кратное 6, плюс 5 петель для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Из данной пряжи вот на возраст где-то 0-3 месяца я сейчас буду набирать 37 петель. Если вы вяжете на ребенка старше 3 месяцев, ну или, скажем так, от 2 до 5 месяцев, из данной именно пряжи, в этом случае я рекомендую набирать 43 петли. Но мы ориентируемся, конечно же, не на количество набранных петель, а на количество сантиметров каждого провязанного участка, который в процессе вязания я вам, конечно же, буду измерять. И сейчас свои пинетки в мастер-классе я буду вязать на круговых вот спицах, диаметр 3,25. И для набора петель я дополнительно возьму самую тонкую чулочную спицу, у меня это диаметр 2,5 мм, и набирать петли я буду сразу на 2 спицы для того, чтобы наборный край был эластичным. И теперь начинаем вязание мы
с черного цвета, и черным цветом мы сейчас вот на спице набираем 37 петель. Это если вы вяжете из той же пряжи и на тот же возраст, что вяжу в мастер-классе и я. Ну или набираете нужное вам количество петель, исходя из раппорта узора. На спице я набрала 37 петель, и давайте сейчас этот ряд, который мы должны сейчас провязать, мы будем считать нулевым рядом. И теперь в нулевом изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца ряда я должна провязать изнаночными. Кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю сейчас изнаночной петлей. Вязание я разворачиваю на лицевую сторону, и теперь с лицевой стороны мы берем цвет контрастный. В моем случае я сейчас возьму нить розового цвета. Кончик контрастной розовой нити я сейчас просто прикладываю к краю, и первую кромочную петлю можно сейчас провязывать, можно просто переснимать. Ну, я, наверное, буду сейчас просто переснимаю, не провязывая кромочную петлю при смене цвета. И далее начинается раппорт узора. Мы вяжем первый ряд. Я сейчас провязываю после кромочной петли 5 петель лицевых. 3, 4, 5. Одну петлю снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой. Это я провязала раппорт узора в ширину, вот 6 петель. Далее раппорт этого узора я повторяю, провязывая 5 петель лицевых, 3, 4, 5. Одну петлю снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой. Так мы сейчас самостоятельно довязываем до конца первый лицевой ряд. В конце ряда вот я сейчас провяжу 5 петель симметрии, и их я сейчас по рисунку провязываю лицевыми петлями. То есть вот 5 петель лицевых, кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание я разворачиваю на изнаночную сторону. Во втором изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжем раппорт узора. 5 петель лицевых, это 5 розовых петелек. Черную петлю я снимаю, не провязывая, но нить рабочую мы сейчас оставляем перед работой, то есть по изнаночной стороне. Далее раппорт узора повторяем, провязывая вот розовые петли лицевыми, то есть 5 петель лицевых. Черную петлю снимаю, не провязывая, нить рабочая остается перед работой. Так мы сейчас самостоятельно довязываем до конца второй изнаночный ряд. Кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязала изнаночной. Вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону, и с лицевой стороны приступаю к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше я провязываю 5 петель лицевых, 3, 4, 5. Черную петлю снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой, то есть по изнаночной стороне. Ну или, проще говоря, что третий лицевой ряд у нас вяжется точно так же, как мы с вами провязывали и первый лицевой ряд. Розовые петли мы провязываем лицевыми, черные петли снимаем, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой по изнаночной стороне. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше я провязываю 5 петель лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, нить рабочую оставляя перед работой. И опять 5 петель провязываю лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, нить рабочую оставляя перед работой. Получается, что четвертый изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как провязывали и второй изнаночный ряд. Вязание я разворачиваю на лицевую сторону.
И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию пятого лицевого ряда. И в пятом лицевом ряду мы сбоку должны поднять нить черного цвета, то есть того цвета, которым мы набирали петли. И теперь первую кромочную петлю я просто снимаю. Дальше в пятом лицевом ряду темным черным вот нашим цветом я все петли до конца ряда должна провязать лицевыми. То есть и розовые, и черные петли, все петельки эти я провязываю лицевыми. Внимательно мы провязываем наши черные петли, вяжем так, чтобы лицевая наша вот эта длинная петля лежала ровно и правильно. Поэтому в моем случае я эту петлю провязываю лицевой вот за заднюю стенку. И вот я вижу, что петля у меня лежит ровно и она не скрещенная. То есть все петли провязываю лицевыми до конца ряда. Кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и приступаем к вязанию шестого изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше в шестом изнаночном ряду я все петли до конца ряда должна провязать изнаночными. Пинетки я вяжу трехцветные, поэтому сейчас в седьмом лицевом ряду я снова должна взять нить другого контрастного цвета. Если вы вяжете пинетки двухцветные, к примеру, розово-черные, то сбоку поднимаете нить розового цвета. Ну а я сейчас беру нить фиолетового цвета, кончик нити прикладываю к краю и приступаем к вязанию седьмого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжем раппорт узора. 2 петли после кромочной я провязываю лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, нить рабочую оставляя за работой. Дальше я должна провязать 3 петли лицевых. Раз, два и третья лицевая петля. То есть снова после кромочной петли я провязала 6 петель, которые и являются раппортом нашего узора в ширину. Дальше раппорт этого узора я буду повторять, провязывая 2 петли лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой, 3 петли лицевых. И опять 2 лицевых, петлю снимаю, 3 петли лицевых. Так мы вяжем сейчас самостоятельно до конца седьмой лицевой ряд. В конце ряда, смотрите, у меня идут петли симметрии. Это 2 лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, нить рабочая остается за работой, 2 петли лицевых. Кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и приступаем к вязанию 8-го изнаночного ряда. Первую кромочную петлю снимаю, далее вяжем раппорт узора. 2 петли лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, нить рабочая остается перед работой, 3 петли лицевых. Ну или проще говоря, все фиолетовые петли в моем случае я сейчас провязываю лицевыми, а черные петли я снимаю, не провязывая, нить рабочая у меня всегда остается по изнаночной стороне. 9 лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу раппорт узора. 2 петли лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, нить рабочая остается за работой, 3 петли лицевых. И опять 2 лицевых, петлю снимаю, не провязывая, нить рабочая остается за работой, 3 петли лицевых. Ну или опять же получается в 9 лицевом ряду все фиолетовые петли я провязываю лицевыми, черные петли снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, то есть по изнаночной стороне. 10 изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И опять в 10 изнаночном ряду все петли фиолетовые мы провязываем лицевыми, черные петли снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой. Десятый изнаночный ряд я довязала до конца, вязание разворачиваю сейчас на лицевую сторону
И с лицевой стороны мы будем приступать к вязанию 11 лицевого ряда. Для этого сбоку поднимаем нить черного цвета и первую кромочную петлю я снимаю. Далее в 11 лицевом ряду черным цветом я все петли до конца ряда должна провязать лицевыми. Кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и приступаем к вязанию 12 изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше в 12 изнаночном ряду я все петли до конца ряда должна провязать изнаночными. Кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, вязание разворачиваю на лицевую сторону, и смотрите, мы с вами сейчас вместе провязали 12 рядов. 12 провязанных рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. Дальше мы будем продолжать вязать вот этот наш узор на нужную высоту, повторяя раппорт узора, который равен 12 рядам. Так как пинетки я вяжу маленькие, поэтому я сейчас самостоятельно провяжу, получается, еще половину от второго раппорта, то есть 6 рядов. Если вы вяжете пинетки на ребенка больше 2 месяцев возрастом, то рекомендую провязать 2 полных раппорта. Ну а я сейчас, получается, сбоку должна поднять нить розового цвета. Так, здесь по изнанке я делаю протяжку и приступаю к вязанию, получается, первого ряда уже второго раппорта. И здесь вот первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю раппорт узора. И здесь, получается, я провязываю 5 петель лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, нить рабочую оставляя за работой. И опять 5 петель я провязываю лицевых, одну петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой. Сейчас самостоятельно я провяжу вот еще 6 рядов, 4 ряда розовым цветом и 2 ряда я провяжу черным цветом. Далее подключусь и вместе с вами мы будем вязать резинку, но вначале сделаем еще вот такой загиб, вот такими вот рубчиками. Итак, я сейчас провязала верхнюю часть пинетки, и теперь все нити, которые нам не нужны, это у меня фиолетовый и черный цвет, я могу обрезать, так как дальше продолжать вязать высоту резинки я буду, вот в моем случае, розовым цветом. Поэтому все нити, кроме розовой, я здесь сейчас обрезаю. Так, и вот у меня остается одна нить розового цвета от моточка. Сейчас мы с вами будем формировать, как я сказала, рубчик или загиб у нашей пинетки. Так, единственное, в начале давайте измерим провязанный участок в сантиметрах. Высота провязанного участка равна, ну, где-то примерно 5 сантиметров. И ширина в ровном не растянутом виде от края до края, ну, где-то примерно 17 сантиметров. Но полотно у нас, видите, вяжется на основе платочной вязки, и оно идет эластичное и хорошо тянется. И теперь здесь первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так, и далее я буду провязывать этот ряд следующим образом. Делаю накид сначала, после чего следующих 2 петли провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И опять накид, 2 петли вместе лицевой петлей. Накид, вот нить набрасываю на правую спицу от себя, после чего провязываю 2 петли лицевых. Накид, 2 петли лицевых. Так мы вяжем этот ряд до конца, делая в начале накид, после чего провязываем 2 петли вместе. Смотрите, я довязала практически до конца этот ряд. Значит, начинали мы
провязывать этот ряд после кромочной петли с накида. Поэтому для того, чтобы количество петель наших сохранялось, вот в конце ряда, что у меня получается? Я сделала накид, провязала 2 петли вместе. И у меня осталась последняя петля от ряда и кромочная петелька. Поэтому я этих 2 петли сейчас провяжу следующим образом. Я сделаю накид и последних 2 петли, это петля плюс кромочная, провяжу сейчас 2 петли вместе изнаночной петлей, то есть как кромочная петля края. Вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону и теперь с изнаночной стороны. Первую петлю я снимаю, теперь накиды я буду провязывать лицевой петлей за длинную переднюю стенку, то есть 1 петля лицевая. А вот петля, это где мы провязывали 2 петли вместе лицевой петлей, и я буду провязывать эту петлю изнаночной. 1 петля лицевая из накида, 1 петля изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, мы вяжем этот ряд до конца, провязывая, получается, резинку 1 на 1. Итак, я довязываю ряд до конца. В конце вот я провязываю 1 петлю лицевую, кромочную петлю провязываю изнаночной. И это мы с вами сформировали наши зубчики и вышли вот как бы вот на рисунок резинки 1 на 1. Теперь, начиная со следующего ряда, мы будем провязывать все петли по рисунку, то есть кромочную петлю я снимаю и далее изнаночную петлю я провязываю изнаночной, лицевую петлю провязываю лицевой. 1 изнаночная петля, 1 петля лицевая. И все, таким образом мы сейчас провязываем участок полотна резинкой 1 на 1. И смотрите, по количеству теперь провязанных рядов. Смотрите, вот эта часть резинки, она должна быть в высоту примерно столько же, вот в высоту сантиметров, сколько у меня провязана и верхняя часть. Здесь вот на данном образце у меня провязана уже резинка, и я сформировала уже отверстие для завязок. Если я сейчас сложу вот этих 2 края, ну вот смотрите, получается верхняя часть узора перекрывает мою резинку. Скажу сразу, что с учетом того, что первая заготовка у меня уже связана, здесь у меня провязано розовым цветом, я считала ряды, начиная от черной полосы. То есть вот будет считаться наш первый ряд, первая лицевая петля, вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля. То есть я провязала вот эту резинку 13 рядов от черного участка. Итак, я сейчас провязала нужную высоту резинки до отверстий, которые мы сейчас с вами будем делать для завязок. Давайте измерим общую высоту провязанного участка. Ну вот смотрите, общая высота равна 10 сантиметров. То есть 5 сантиметров основной узор и 5 сантиметров резинка. И здесь смотрите, с учетом того, что манжет у нас будет идти с отворотом, то лицевой стороной дальше вот нашей пинетки будет являться вот эта сторона. Так как, когда мы свяжем всю пинетку и мы отвернем вот как раз таки этот манжет, узор у нас получится вот по лицевой стороне полотна. Поэтому, если вам необходимо, можем сейчас на полотно с этой стороны повесить маркер. Этот маркер у нас будет обозначать лицевую сторону полотна, чтобы мы не забыли. И теперь вот с лицевой стороны мы сразу приступаем формировать отверстие для завязок. Первую петлю я снимаю, делаю дальше накид. И следующих 2 петли мы должны провязать вместе. Это лицевая и изнаночная петля. В моем случае у лицевой петли сейчас правая стенка расположена вот перед работой, поэтому я лицевые петли буду разворачивать. После чего вот за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И опять накид.
лицевую петлю в моем случае я разворачиваю, и за заднюю стенку петель я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Накид, лицевую петлю разворачиваю и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Так мы вяжем этот ряд до конца. В конце ряда у меня также осталось 2 петли. Это, видите, отверстия мы формируем по тому же принципу, как мы делали зубчики вот эти или загиб нашей пинетки. Поэтому здесь я в конце ряда делаю накид. Лицевую петлю здесь я все-таки разверну. И последних 2 петли это петля плюс кромочная петля. Я провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. Вязание я сейчас разворачиваю на обратную сторону. И теперь с этой обратной стороны изнаночной, вот нить у меня расположена перед работой, так как я ее провязала лицевой петлей, первую петлю снимаю, нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И дальше все петли до конца ряда я сейчас провяжу лицевыми. То есть петля, ее я провязываю лицевой, накид. За длинную переднюю стенку я провязываю лицевой петлей. Вот идут наши отверстия для завязок. То есть так мы вяжем этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и это я сейчас провязала всю высоту манжета. Теперь мы с вами будем приступать к вязанию мыска. Высота провязанного участка в ровном не растянутом виде равна где-то 10,5 сантиметров. Высота провязанного участка. Итак, я петли уже распределила для вывязывания длины мыска. То есть петли боковых частей я сейчас вот распределила на круговые спицы, и петли центральной части мыска я сейчас пересняла на чулочную спицу. Теперь смотрите, вязать мысок я сейчас буду из центральных 11 петель. Оставшиеся петли я делю на 2 боковых части, и это у меня получается 13 и 13 петель. Поэтому петли боковых частей я сейчас откладываю, они нам пока не нужны. Далее длину мыска я сейчас буду вязать вот нитью фиолетового цвета. Беру вторую чулочную спицу, также диаметром 3,25. Кончик фиолетовой нити я просто прикладываю к краю. Первую петлю я провязываю лицевой, так как у меня идет присоединение нити. И дальше все петли до конца ряда я сейчас буду провязывать лицевыми, так как длину мыска мы сейчас будем провязывать платочной вязкой. То есть все петли мы будем провязывать лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону, кромочную петлю снимаю, и дальше все петли до конца ряда я сейчас провяжу лицевыми, и это мы получим первую платочную дорожку. Всего этих платочных дорожек в моем случае, опять же, именно на нужный мне размер ноги из данной пряжи, я сейчас этих платочных дорожек фиолетовым цветом провяжу 7, или это равняется 14 провязанных рядов. Итак, я провязала нужную мне высоту мыска до убавок. Как я говорила, 7 платочных дорожек или 14 провязанных рядов. В сантиметрах провязанный участок равен 4 сантиметрам. В ширину мысок у нас равен, где-то 4,5 сантиметра. Теперь мы этот мысок будем немножечко заужать. Поэтому лицевая сторона полотна. Первую кромочную петлю я снимаю, и сразу следующих 2 петли я сейчас провяжу. Вот 2 петли вместе лицевой петлей. Дальше провязываю сейчас петли лицевые, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. Первую и вторую петлю в конце ряда я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей.
кромочную петлю провязываю изнаночной. То есть вот я сейчас в лицевом ряду в начале и в конце ряда убавила по одной петельке. Вязание я разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны. Первую петлю я снимаю и дальше все петли провязываю лицевыми. То есть в изнаночных рядах никаких убавлений мы делать не будем. Кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И сейчас мы провяжем последних 2 ряда. Первую петлю я снимаю, далее следующих 2 петли после кромочной я сейчас провяжу вот 2 петли вместе лицевой петлей, то есть снова в начале ряда я убавила 1 петлю. Дальше снова провязываю петли лицевыми, и когда в конце ряда у нас остается последних 3 петли, первую и вторую петлю в конце ряда, я сейчас провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, кромочную петлю провязываю изнаночной, и сейчас мы провяжем последний ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаю, и дальше все петли до конца ряда провязываю лицевыми, кромочную петлю провязываю изнаночной. И на спицах у меня осталось 7 петель, и это я сейчас провязала всю длину мыска. Нить фиолетового цвета мы здесь уже можем обрезать. Так, и смотрите, нить я от моточка здесь уже обрезала, и общая длина мыска у нас сейчас равна 5 сантиметров. Теперь мы должны вернуться в начало нашего вязания. То есть мы возвращаемся к нашим круговым спицам. Так, мысок я здесь вот откладываю. И теперь получается вот лицевая моя сторона, и я петли первой боковой части сейчас переснимаю обратно с правой, получается, круговой спицы на левую. Нить розового цвета, который вот я заканчивала вязать манжет, вот здесь я не обрезала. Эта ниточка здесь нам понадобится. Но сейчас начинать вязать подъем мы будем фиолетовым цветом. Поэтому я сразу беру нить фиолетового цвета. Лицевая сторона, кончик нити прикладываю к краю. Первую кромочную петлю здесь я сейчас провяжу лицевой. И дальше все петли я провязываю лицевыми. Это петли первой боковой части. То есть вместе с кромочной этих петель у меня 13. И это я сейчас довязала, получается, ровно вот здесь до мыска. И теперь мы с вами вдоль длины мыска будем поднимать петли. Количество петель, которые мы с вами должны здесь поднять, будет равно количеству петель, провязанных на мыске. У меня их получается 7, 8, 9. Плюс одну петлю я подниму вот здесь, в этом углу, для того, чтобы у нас здесь не образовывалось никаких дырочек. Поэтому вот начинаю я, получается, вот здесь с этого розового уголка поднимаю стеночку любую вот здесь петли и провязываю эту стенку поднятую, как скрещенную лицевую петлю. Дальше в конце мы все кончики подтянем, у нас все будет здесь красиво и аккуратно. И дальше вдоль длины мыска я должна сейчас еще поднять, получается, 9 петель. Раз, два, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть всего у меня получается 13 плюс 10 петель. Дальше я центральных 7 петель от мыска провязываю также лицевыми петлями. Последнюю петлю также провязываю лицевой. И теперь вдоль второй боковой линии мыска я должна также поднять 9 плюс 1, то есть 10 петель. Так, ну вот здесь, наверное, за 2 стенки кромочные петли я поднимаю первую. Дальше вот наша вторая петля.
8, 9. Так, и здесь розовую какую-то протяжку вот здесь подниму. И эту протяжку провяжу как скрещенную лицевую петлю. И далее провязываю лицевыми петлями петли второй боковой части. То есть 12 лицевых и 13 кромочную петлю я провяжу изнаночной. Все, мы с вами сейчас, получается, подняли вот все петли. И теперь из этого количества петель, которые вот у нас здесь расположены на спицах, мы будем вывязывать высоту подъема. Высоту подъема я сейчас буду провязывать также платочной вязкой. Поэтому вязание я сейчас разворачиваю, получается, на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны первую петлю снимаю, и дальше все петли до конца ряда я должна провязать лицевыми. И с лицевой стороны у нас сейчас будут образовываться вот платочные дорожки. То есть одна платочная дорожка равняется 2 провязанным рядам. Мы сейчас посмотрим на готовую вот здесь пинетку. Мне осталось только ее сшить. И получается фиолетовым цветом подъем я сейчас буду провязывать 2 платочных дорожки, или это равняется 4 провязанным рядам, после чего нить фиолетового цвета здесь я могу уже обрезать, она нам больше не нужна. И сбоку я подниму нить розового цвета, которую, как я говорила, я не обрезала. И розовым цветом подъем я провяжу еще 3 платочных дорожки или 6 рядов. То есть всего высота этого подъема равняется 5 провязанным платочным дорожкам. Сейчас я самостоятельно вывяжу эту высоту, далее подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, и вместе с вами мы приступим к вязанию подошвы. Итак, я провязала подъем 5 платочных дорожек или 10 рядов. Высота подъема в сантиметрах равна, ну, где-то получается 3 сантиметра. Теперь мы сразу можем приступать к вязанию подошвы. Вязать подошву я сейчас буду из центральных 9 петель, поэтому всего на спицах у меня расположено сейчас 53 петли. 53 петли минус 9 центральных петель, оставшиеся петли я делю на 2 боковых части. Это получается 22 и 22 петли. Нить и розового, и здесь фиолетового цвета я уже обрезала. И сейчас мы должны просто переснять, не провязывая с левой круговой спицы на правую. Получается 22 петли. Это петли первой боковой части. Далее я беру нить розового цвета, которую вот я только что обрезала от вот здесь вязания подъема. Кончик нити прикладываю к краю, лицевая сторона полотна, и приступаем к вязанию подошвы. Первую петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у меня идет присоединение нити. Дальше я буду провязывать петли лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевая петля. Далее в конце каждого ряда последнюю петлю, получается, подошвы, я буду провязывать вместе с петлей боковой части. И с лицевой стороны 2 этих петли я сейчас буду провязывать как 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала, и сразу вязание я разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, дальше провязываю петли лицевыми, и в конце ряда последнюю, получается, 9 петлю подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части. То есть вот это идет 9 петля, где я присоединяла нить. И с изнаночной стороны 2 этих петли мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, и вязание сразу разворачиваю на лицевую сторону. То есть рядом у нас сейчас будет считаться только вот этих 9 петель подошвы. Первую петлю снимаю, нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И дальше провязываю ряд с лицевой стороны.
и в конце ряда последнюю 9 петлю подошвы я сейчас провяжу вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны 2 этих петли я провязываю, 2 петли вместе и изнаночной петлей. Все, смотрите, таким образом мы сейчас дальше по этому же принципу продолжаем вязать всю длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю боковой части. И вяжем мы сейчас эту подошву до тех пор, пока в конце от боковых частей с одной и с другой стороны у нас должно остаться 3 петли. Итак, я провязала длину подошвы до тех пор, пока, вот смотрите, от боковых частей с одной и с другой стороны у меня осталось 3 петли. На данном этапе мы дальше продолжаем убавлять петли вот этих боковых частей, только сейчас мы еще будем убавлять и петли подошвы. Поэтому мы провязываем ряд с лицевой стороны. Это мы вяжем петли подошвы, не довязывая до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть у нас в конце ряда должно остаться 3 петли боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы в конце ряда я провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей, петлю подошвы и петлю боковой части с лицевой стороны я продолжаю провязывать вот 2 петли вместе и изнаночной петлей. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же вяжем петли лицевые, не довязывав до конца ряда 3 петель именно подошвы. Первую и вторую петлю подошвы в конце ряда я провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей и петлю подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части 2 петли вместе лицевой петлей, это с изнаночной стороны. То есть получается сейчас в конце ряда мы сразу убавляем 2 петли, 1 петлю подошвы и 1 петлю боковой части. То есть вот в конце ряда 2 петли вместе лицевой петлей, это 2 петли подошвы мы провязали вместе. Далее петлю подошвы провязываю вместе с петлей боковой части. 2 петли вместе и изнаночной петлей, это с лицевой стороны. А с изнаночной стороны получается, вот я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, это 2 петли подошвы, и петля подошвы провязываю вместе с петлей боковой части. 2 петли вместе лицевой петлей. Провязываю вот последних 2 ряда. Так, вот 2 петли вместе лицевой и 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязываю последний ряд с изнаночной стороны, первую петлю снимаю, дальше 2 петли вместе лицевой петлей и последних вот 2 петли вместе провязываю лицевой петлей. На спицах у меня осталось 3 петли. Теперь с лицевой стороны первую петлю снимаю и нить рабочую завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И теперь 3 оставшихся петли я сейчас провяжу как 3 петли вместе лицевой петлей, последнюю петлю вытаскиваю подлиннее, спицы мы можем отложить. Далее нить мы оставляем подлиннее и от моточка обрезаем, после чего в эту нашу последнюю петлю я продеваю, так вот мой кончик, который я только что обрезала от моточка, и аккуратно я петельку затягиваю. Ну смотрите, кончики вот эти все, которые у нас здесь есть, можно спрятать сразу, можно спрятать в конце. Я пока их вот здесь сейчас кладу в изнаночную сторону, и теперь прошивать часть пинетки до вот этого нашего цветного манжета я буду по лицевой стороне полотна. Поэтому в любом случае сейчас в иголку с большим ушком мы одеваем вот кончик нити, который только что обрезали от моточка. И, как я сказала, прошиваем мы по лицевой стороне. То есть на том участке, где мы вязали подъем, мы будем прошивать нашу пинетку вот по лицевой стороне, вставляя иголку справа налево, не в кромочную петлю края, а в первую петлю
от платочной дорожки. Сначала с одной и дальше идем на обратную сторону. Первая платочная дорожка и первая петля. Иголку я вставляю справа налево с другой стороны. Дальше вторая платочная дорожка и первая петля. После кромочной справа налево сначала с одной и затем с другой стороны. Третья платочная дорожка с одной и третья платочная дорожка с другой стороны. Это таким образом мы прошиваем часть подъема. Так, дальше у нас сейчас будет идти резинка, а резинку я буду прошивать за кромочные петли края, вставляя иголку также справа налево. То есть вот в одну кромочную петлю вставляю и через соседнюю кромочную петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Сначала с одной и затем с другой стороны, справа налево. В одну кромочную вставляю петельку, иголку, через соседнюю кромочную петлю иголку с нитью вывожу. Итак, я прошила вот здесь высоту резинки ровно до вот наших первых кромочных петель. То есть с розовой в черную петлю я сейчас вот иголкой с нитью вошла один раз справа налево. Теперь, смотрите, мы берем, во-первых, этот шов потянем, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто, после чего мы нашу пинетку должны вывернуть на изнаночную сторону. И теперь получается с изнаночной этой стороны, то есть все кончики, которые у нас здесь идут на манжете, мы кладем также вот именно во внутреннюю сторону полотна. Дальше у нас, смотрите, что идет на манжете, узор вяжется по принципу платочной вязки. И здесь я буду сейчас вставлять иголки также в платочные дорожки. Вот первая петля от платочной дорожки справа налево, сначала с одной, затем с другой стороны. Вторая платочная дорожка, с одной стороны вставляю иголку с нитью справа налево и затем с другой стороны. Дальше у нас идет черный участок. Ну, здесь вот, наверное, я в кромочную петлю вот чисто вот какую-нибудь стеночку подцепляю иголкой сначала с одной и вот затем с другой стороны. Дальше у нас опять идут платочные дорожки. Фиолетовая полоса, иголку вставляю справа налево с одной и затем справа налево с другой стороны. Итак, мы сейчас прошиваем вот эту длину шва всю до вот нашего наборного края. Петли я набирала черным цветом. И все-таки соединить вот этих два края я рекомендую черным цветом. Ну, вот здесь у меня остался совсем небольшой наборный кончик нити. Им я сейчас как раз-таки сошью вот этот уголок. Можно розовым цветом еще дополнительно несколькими стежками прошить два края, после чего иголку вывожу на обратную сторону. И теперь в иголку с большим ушком я одеваю вот этот наборный кончик нити, или просто взять нить от нового мотка и вдеть в иголку с большим ушком. И здесь вот я просто аккуратно сейчас соединю два черных края, чтобы, во-первых, здесь не было никаких ступенек, чтобы у нас все было красиво и аккуратно. Ну и в принципе все. То есть мы прошили вот всю длину этого шва. Теперь, ну сразу, раз мы находимся уже по изнаночной стороне, все вот эти наши кончики нитей мы сейчас можем уже спрятать. Я сейчас спрячу их за кадром. Дальше пинетку мы нашу выворачиваем, получается, на лицевую сторону. Кончики нити, которые у нас идут вот здесь по манжету, мы прячем по вот этой, будем считать, лицевой стороне полотна. После того, как мы спрячем все эти кончики, мы манжет наш отворачиваем, и пинетка у нас сейчас будет полностью готова. Кончики я сейчас спрячу, но вот первая моя пинеточка уже полностью готова. Я спрятала все кончики и вдела сюда сейчас завязки. По поводу завязок, смотрите, самый
я считаю, такой простой способ. Это вот как в моем случае идет такая атласная лента. Ну вот я покупаю бобиночками, это у меня идет остаток. Продается эта лента и метражом, то есть можно купить метр этой ленты, стоит она совсем недорого, и вдеть эту ленточку в пинетки. Ширина ленты 1 сантиметр. Края вот эти, чтобы они у нас не распушались, я зажигалкой их немножечко приплавливаю, и все получается красиво, аккуратно и быстро. Но помимо ленты, так как, к примеру, не у каждого есть возможность пойти и купить эту ленту, так как нет рядом рукодельных магазинов. Эту ленту можно связать айкордом из 3 петель. Как вяжется айкорд, вы можете посмотреть в мастер-классе на чепчик, который вот как раз-таки у нас идет в комплект к этим пинеткам. Завязки я в том чепчике, который у нас идет в комплект, вязала как раз-таки айкордом. По этому принципу вы можете связать завязки и в пинетки. Длина нашей завязки должна быть где-то примерно 45 сантиметров в длину, 45-47. Дальше можно скрутить шнурок. Есть также у меня на канале мастер-класс, давно я его снимала, но ссылку я вам давайте оставлю ниже в инфобоксе, там можете перейти и посмотреть, как скрутить шнур из пряжи. Для этого вообще ничего не нужно, ни крючки, ни спицы. Делается тоже все очень просто и быстро. Что касается завязок, вы здесь этот момент уже решаете сами, какой вариант вам подходит больше. Ну, а я пошла прятать кончики, вдевать завязки. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Переходите на следующий мастер-класс и вяжите чепчик в комплект к таким классным пинеткам. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.